Или Брахма, допустим, такое серьезное воплощение. Экспансия Бога такая. Он управляет всей Вселенной. Ну, иногда Брахма даже он смущается Господом, приходит замешательство. Когда Кришна пришел в этот мир, он, когда он был во Вриндаване, то Брахма, он решил посмотреть, что Господь делает вот на земле, чем он занимается. И он когда прилетел на своем лебеде, на лебеде летает Брахма, на красивом лебеде, он прилетел туда и начал смотреть на Кришну, чем он занимается, то в это время Кришна, он размазывал гулаб-джамун на лице у своего друга. А в это время ему сували в рот самос, внутри которого был цветок жасмина. Цветок жасмина, он очень вкусно пахнет, но очень горький на вкус. И Кришна, он чувствует что-то вкусное, начинает есть, и там горький, и все смеются. И самое ужасное заключается в том, что в это время Кришна взял левой рукой рис и начал класть его себе в рот. Левой рукой это вообще как бы кошмар. Потому что надо правой же, написано в Ведах. Брахма думает, похоже, что это может быть, он как бы не то, что сильно, он думает, не знаю, что-то я не знаю, Верховная Личность Бога, чтоб так, вообще это что-то беспредел какой-то, там везде просад летит такой, все как бы коромыслом дым стоит, и все дерутся они там, мальчики между собой, как дерутся, это же Господь дерется там с ними, маленький Кришна дерется с мальчиками. Ничего себе, это что такое вообще тут происходит? В это время коровы паслись рядом, он взял своей мистической силой, их раз убрал оттуда. И мальчики, которые с краю сидели, он говорит, коровы пропали. И Кришна говорит, сидите, кушайте, я пойду посмотрю. Он взял риса немножко с собой и пошел смотреть за коровами, где коровы. А в это время Брахма всех мальчиков украл. И Кришна взял, создал всех коров на земле. Как свои воплощения он сделал, это его полные экспансии были. И всех мальчиков настолько точно, что они полностью копировали и одежду, и привычки, все полностью. Вот они один в один были. А в это время все жители Вриндавана, они хотели, чтобы Кришна был их ребенком. Не Нанда Махараджа, а их личным ребенком. И вот Кришна выполнил их желание. Все дети и все коровы тоже хотели, чтобы он их личным ребенком. И все телята стали, они в это время телят, не коров пошли, мальчики. И все телята стали тоже Кришной. И все родители так сильно полюбили своих детей. Там любовь начала расплавлять весь Вриндаван. И так как Брахма на 1 секунду всего украл, но там, на Брахмалоке, секунда, это как здесь год. Поэтому целый год это все происходило. Когда через год Брахма пришел посмотреть, что происходит, он увидел, что мальчики-пастушки сидят опять так же, как и было, все то же самое едят. Как бы дерутся там, и коровы пасутся все. Вот все один в один он увидел. И он такой, что такое вообще, непонятно. В следующий миг он увидел Кришну, который держал рис в руке, в левой, так же точно. Вся еда, которую они ели, лежала свежая абсолютно, как будто год не прошел. И он ходил и искал своих коров и телят. Но перед этим произошла одна интересная вещь. Когда Брахма увидел мальчиков-пастушков, он так, вот так сделал. Так,
как мы иногда делаем, что что-то увидели не такое. И в этот момент, когда он вот так вот еще раз посмотрел, он увидел, что там сидят вишну одни. Вместо мальчиков пастушек. Все коровы это тоже вишну. И он увидел много-много вишну перед собой. И он вообще потерял дар речи, чуть сознание не потерял. Когда открыл глаза, опять увидел Кришну вот с лисом. И он сразу начал молитву ему читать. А Кришна смотрел на него, как на дядю, который что-то говорит. Так. И Брахма, он пока читал молитвы, он не мог понять, что вообще такое. Это же Верховная Личность Бога, а что он на меня так смотрит? Как на дядю, который что-то говорит. Когда он вернул всех мальчиков-пастушков, они там продолжали есть просад, как ни в чем не бывало. Они потом говорят, что за дядя там приходил, такой большой, с 4 головами. С тобой разговаривал. То есть Кришна, он был полностью в этой духовной роли ребенка, понимаете? Когда он эту роль исполняет, он делает ее со всеми подробностями. Он не выходит из нее. И эта роль для него выше, чем роль вот этого дяди, который управляет всем мирозданием. Нам это для нас непостижимо. Мы не понимаем, почему так.